Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Я же вас приглашаю, если есть какая-то задумка, тема, что вы хотите осуществить, перенести ваше желание на звездное расписание у меня на сайте. И я в описании под видео оставлю разные ссылки, в том числе и на эту статью «Гороскоп до конца 2024 года» с учетом именно планет. И у нас в сентябре начинается большая ретроградность, когда некоторые вопросы, которые мы или прежде не решили, или с чем-то не определились. Здесь мы будем делать своеобразный выбор и потом как-то в новом контексте, в новом ключе организовывать свою жизнь. Поэтому есть на разные транзиты у меня как и видео, так и прогнозы. Прочитайте. И я надеюсь, что у вас какие-то подсказки определенно будут. Итак, что важно знать на неделю, пока у нас короткий срок, 7-дневный. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или попросту что вам может помешать? Или кто? Посмотрим. Что же вам наоборот будет помогать, что для вас будет в плюс, мои дорогие стрельцы? Что скрыто? Может быть, и вы чему-то не придаете значения или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, дела, документы, учеба. Все в эту карту. Энергии смотрим. Энергия денег на неделю. Личная жизнь. Достанем карту совет. Итак, что же важно для вас знать? Ну вот так, трансформация. Это никогда как прежде. А может быть, это действовать вам придется совсем не тем образом, не тем путем, не тем механизмом, не теми методами, как прежде. Для кого-то из вас меня смотрят люди из разных стран. Это может быть сама по себе и обстановка такова, которая требует от вас быстрых решений, правильной оценки ситуации, правильной оценки информации, мои дорогие стрельцы. И нам говорят искусство мелких шагов, когда ты один шаг делаешь, осматриваешься, и тогда только идешь дальше. И, безусловно, надеяться на самих себя. Может быть, что-то как перемены, которые для вас, где-то даже могут на первый взгляд казаться неправдоподобными. Или я не предполагал, не предполагала, что такое может быть. Кстати, это может быть и в отношении вас самих, когда вам опять же придется действовать так, как вы прежде даже не собирались. Может быть, это какую-то новость вы слышите, которая меняет вас изнутри. То есть где-то психологически заставляет пересмотреть ваше отношение либо к какому-то делу, либо к происходящему вокруг вас, либо ваша дальнейшая какая-то активность в том или ином вопросе. Но трансформация, она как будто это то, что важно знать. Наверное, почти любой знак зодиака в той или иной мере проходит эту трансформацию. И осенний период, он как раз и связан с тем, что, как я уже сказала, большая ретроградность нас заставляет, если, к примеру, отношения, которые для нас важны, может быть, и продолжить. Или пусть это те отношения, которые, они не продолжатся в каком-то одном контексте, но остались нерешенные вопросы, и пока мы их не закроем, мы должны друг с другом взаимодействовать. Это тоже своеобразную тактику какую-то нам придется выработать. Так или иначе организовывать жизнь как-то по-новому, это стоит на кону. Поэтому это важно знать, быть готовым как минимум к этим неожиданностям. Так что же в неожиданностях? И много информации, 7 жезлов. И в других колодах карт называют карты соревнования. И я всегда говорю, что тут перед тем, как в какое-то соревнование ввязаться, нужно 10 раз подумать, а нужно ли мне в этом участвовать в принципе. И в этой колоде карт, обратите внимание, сохраняйте какую-то невозмутимую свою позицию. Невозмутимую это не значит, мы как перчатку обществу бросаем. Нет, это мы уходим от тех вопросов,
на которые пытаются как на болевую точку нашу надавить извне, окружающие, и где-то нас заставить участвовать в том или ином деле, потому что есть интерес кого-то другого. Так вот, пока мы сами не разберемся, нужно нам двигаться в этом направлении. Мы ничего не делаем. Может быть, собираем информацию какую-то дополнительную, или мы как-то правильно должны оценить, что происходит вокруг. Или по конкретному вопросу, может быть, докопаться до сути, до истины, найти недостающую информацию или узнать, как это по закону. Одним словом, себя сохраняем, хотя вокруг 7 жезлов буквально нашу героиню пытаются так вот достать, но она сохраняет этот дзен. Поэтому будьте очень уравновешены, потому что, видимо, очень разношерстная будет информация или какая-то, ну, может быть, действительно какая-то неправдоподобная. И, может быть, и в какой-то, которую даже не верится информации, будет доля правды. Но тогда что с этой правдой делать? Каким образом это влияет на меня лично? Ваша задача оценить. То есть оценка от начала до конца всего, что происходит. Чему сейчас не время? Ну, буквально по какому-то вопросу не время быть экспертом. Или выносить какие-то вердикты. Или говорить кому-то да, или кому-то нет. Или брать за кого-то ответственность, кстати. Или кому-то что-то доказывать. По королю мечей, ведь это хладнокровная достаточно карта. Это карта человека, достаточно знающего. Или человека, который правильно как раз и умеет оценить обстановку. Но кто знает, чего касается эта трансформация, может быть, если мы говорим про вердикт или про какие-то обязательства, в которых вы не участвуете, может быть, вы себе потом скажете спасибо. Ведь по 13-му аркану мы не знаем, насколько затянутся или могут затянуться какие-то перемены. И кому-то что-то пообещав, мы на себя возложим какие-то обязанности или рамки, и нас это будет ограничивать. Поэтому тут ограничений не должно быть никаких. Но и где-то так безапелляционно все же часто проходят именно эксперты по этой карте или те люди, которые точно знают рационально, как что-то сделать или как в отношении вас, допустим, работает какой-то закон. Тут отчасти, кстати, мои дорогие стрельцы, карта так немножко может говорить, что и законы поменяются, поэтому, может быть, где-то ты и сохраняй вот это спокойствие, но условно анализируй и что-то запоминай. Потом, когда более уже прояснится какая-то обстановка или какие-то обстоятельства, ситуация будет более ясна, тогда ты будешь какие-то делать выводы, заявления или что-то пересматривать. По этой карте мы можем заключать контракты. И надо сказать, что контракты мы разные можем в течение осени даже пересмотреть. Как и соглашения, как и контракты по работе, как бы переписаны могут быть. Брачные контракты, еще какие-то союзы. Все то, что касается документов, оформления, тут тоже может еще как-то меняться. Но, может быть, не на этой неделе вы это все переписываете или заручаетесь, кто-то заручается вашей поддержкой, или вы подписываете какие-то важные бумаги. Поэтому, вот этому такому чему-то более основательному на этой неделе точно не время. А что же вам будет помогать? Дружелюбие. Вот это правда. Дипломатия, карта мир. Мир, покой в вашей душе. Это где-то про 7 жезлов именно в этой колоде. Вот этот дзен, равновесие и в первую очередь душевное, моральное равновесие. И когда вы транслируете мир, вы можете оставаться внутри, кстати, вот таким хладнокровным и где-то даже жестким. И делать правильные выводы. Но транслировать нужно, мои дорогие стрельцы, вот какое-то больше дружелюбие или готовность к диалогу. Не монолог, все же как, если уже мы так говорим конкретно, по карте короля мечей. Больше именно какое-то сотрудничество. Для кого-то из вас буквально помогает какой-то переезд, поездка, когда вы на что-то решитесь. Или вы какой-то итог все же получите в чем-то. По-разному может проигрываться 21-й старший аркан. Часто это итоговая карта. Почему я говорю, какой-то вывод или результат вам помогает. Может быть, это как окончательное какое-то решение.
когда вы с чем-то определяетесь. Но вы определяетесь, мои дорогие стрельцы, но опять же, вердикты как будто не на этой неделе. Что же скрыто? Вот, кстати, у кого-то может проиграться так, что не время давать в долг. Иногда может такое проиграться, потому что у вас вроде как на кону деньги. 9 чаш, это никто не скрывает. Хотя, в принципе, может быть, и люди скрывают. Говорят, у меня нет денег, одолжи. А у самого там все в порядке. И вы можете это не видеть. И где-то тогда вам дают подсказку, что подожди. Если люди транслируют, это еще не значит, что это так вот на самом деле есть. Может быть, зная твой характер, они где-то на какой-то тонкой струне там свою мелодию играют. Ну, мы все же все разные. Поэтому с деньгами, деньги есть, деньги будут. Или деньги вот-вот к вам какие-то придут. Кто ждет гонорар, который где-то задерживался, скорее всего, он придет. Тут тогда могут быть какие-то ожидания, и нам тогда вот эти все карты в верхнем ряду говорят, что иногда, кстати, мои дорогие стрельцы, когда у меня выпадает 13-й аркан, и вы ожидаете крупную сумму денег, то она к вам придет. Вот даже подтверждается, потому что скрыто, как будто может быть не в начале недели, может быть еще и через неделю. Но если есть какая-то заминка именно по деньгам, но что-то у вас здесь состыкуется потом хорошо. Но имеется в виду, это те деньги, которые вы заработали. Это не те, которые как помощь. Хотя я могу допустить как раз, вообще не вижу какой-то финансовой бреши. Значит, любой финансовый вопрос, даже если вот эта самая брешь у вас есть, вы сумеете закрыть. Или найдете 1001 способ. Результат вас все равно какой-то порадует. Но я бы сказала, с учетом верхних карт, будьте внимательны к деньгам. Даже если они приходят, вы их как будто не должны потратить. Правда, вот по крайней мере я вижу так. На кону 13-й аркан. И иногда он и говорит, да, деньги к тебе приходят, но ты не знаешь, как потом сложатся обстоятельства, ведь это аркан трансформации. Поэтому финансам аккуратно, это карта самодостаточности. Где-то это также вопросы, касаемые жилья, в конечном итоге это все равно финансы, правда, или какое-то имущество, движимое или недвижимое, неважно. Дела, работа, бизнес, карта мага, и все то, что я сказала, правда, вы тут можете как-то увильнуть, красиво выйти из какой-то скользкой ситуации. Как в детской игре, да и нет, не говорите, вот что-то такое вам нужно на этой неделе взять за основу. И как будто по-другому никак, потому что первый аркан у нас выпадает 13-й, и 21-й заключительный, то, что вам помогает. И дела, работа, бизнес, документы, учеба, бумаги, тут все, что угодно. Карта мага. Это карта манипуляций. Либо вы манипулируете, либо вами. Поэтому диалоговая форма такая с дружелюбием, элегантным, но в то же время абсолютно непроницаемым. Вы не должны быть открытой книгой, мои дорогие стрельцы, на этой неделе ни для кого. И тогда вам сильная позиция. И что бы вы тут ни задумали, пусть даже, вот как нам 9 чаш, что скрыто. Деньги, благополучие, самодостаточность. Это пока у вас как за кулисами, в тени. Но, видимо, от ваших правильных действий, от вашей какой-то правильной рокировки, от правильного взаимодействия с окружающими, от того, как вы правильно подписываете какие-то документы. Будьте предельно внимательными, потому что в последующем вас как раз и обрадует решение какого-то вопроса или конкретно получение суммы. Так вот, что же по деньгам? Правда, какое-то могло быть ожидание, когда я не знаю, или я не знаю, заключать ли мне какой-то договор, подписывать ли мне какой-то контракт, включаться ли мне в эту работу, соглашаться ли мне на что-то. Ситуация выбора, 2 жезлов. И поэтому где-то карта говорит, сиди на 2 стульях, буквально. Где-то будьте вашим и нашим, с учетом всех карт, которые выпали до этого. И рядом карта мага. Это нет какого-то конкретного действия. Маг действует конкретно, но его действия, они не видны окружающим. Он ведь действует исподволь. И вот для вас так вот позиции серого кардинала нужно быть на этой неделе, хоть по делам, хоть по деньгам. В личной жизни ситуация выбора. У кого-то тут, как про жилье, про деньги, может быть увязано, кстати, и с делами семейными.
У кого-то может быть и выбор между партнерами. Семерка чаш – это, правда, чаш 7, а выбрать нужно одну. И наш молодой человек, изображенный на карте, задумался. У каждого свой какой-то выбор. Но знаете как, я даже не могу с точкой утверждать, что вы на этой неделе выбор какой-то сделаете. Может быть, и затянется решение какого-то вопроса, или когда вам нужно с чем-то определиться. Поэтому транслируем опять же вверху аркан мир, дружелюбие. Если видите, какой-то вопрос стоит на паузе, или вам сложно с чем-то определиться. Поэтому, ну, не давайте преждевременных каких-то обязательств, как бы кто-то не пытался из вас буквально их вытянуть. Я вижу так, потому что маг, опять же, какие бы вопросы тут ни касались, это в первую очередь нейтральная какая-то позиция. И сохранение собственных намерений, планов. Вот не совсем ваши огненные, мои дорогие стрельцы, энергии, не совсем такие, как вот вы представляете себе, или как вы понимаете, что ну так по правде было бы, по справедливости. Да нет, тут все в каких-то полутонах. Но на кону в то же время что-то очень важное для вас. Поэтому манипулировать придется. Я по-другому не вижу. Но вы со временем наберете темп. Какая-то может быть даже пауза. Восьмерка жезлов – это опять же трансформация в этой колоде. И 1000 дорог, здесь 8 дорог, сойдутся в одной точке. У вас какой-то вопрос может даже ускориться в решении. Состояние выбора и состояние одновременно, как и какой-то турбулентности может быть, какой-то активности со стороны людей и самосохранение. Вот все вместе на этой неделе скучать будет некогда. У вас много возможностей. Это вы и сами видите, собственно, по картам, потому что даже не зная карт, видно, что что-то меняется, что-то происходит, как и вокруг вас, так и где-то затрагивает некоторые моменты вашей жизни. Поэтому будьте внимательны. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.